Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу вместе с вами связать шляпу крючком на основе салфетки. Схему брала из интернета в свободном доступе. Пряжа хлопок, крючок использовала 1,5 миллиметра. Чтобы придать шляпе форму, я использовала ригелин. Вот такая пряжа у меня была, пряжа пион. Ушел один целый моток и чуть-чуть еще от второго. Начинаем с того, что в кольцо провяжем 24 столбика с накидом. То есть я сделала 3 воздушные петли подъема. Эти 3 воздушные петли заменят нам столбик с накидом. И теперь еще в кольцо провяжу 23 столбика. Всего в этом круге будет 24 столбика с накидом. Стягиваю кольцо и соединительным столбиком завершаю ряд. Второй ряд. Набираю 6 воздушных петель, делаю накид на крючок, пропускаю петлю основания и в следующую петлю буду провязывать столбик с накидом. Провязали. Теперь вяжу 3 воздушные петли. Накид на крючок, пропускаю петлю на основании, следующую петлю провязываю столбик с накидом. Так буду вязать весь круг. 3 воздушные петли, 2, 3, накид на крючок, пропускаю петлю на основании и в следующую вяжу столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Заканчиваем второй ряд, приступаем к третьему ряду. Заканчивая второй ряд, провяжу соединительный столбик в третью петлю основания и приступим к третьему ряду. Здесь вяжу 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, в арку провяжу 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 4, провязали, накид на крючок, и теперь провяжу столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Далее провяжу также в арку 3 столбика с накидом, 1, 2, 3 столбик с накидом и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. И так буду продолжать весь круг. До конца ряда закончу ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Начинаем 4-й ряд. 6 воздушных петель подъема, накид на крючок, пропускаю одну петлю на основании, следующую провяжу столбик с накидом. 3 воздушные петли, 2,
3, накид на крючок, пропускаю одну петлю на основании, провяжу следующую столбик с накидом, 3 воздушные петли, накид на крючок, пропускаю петлю на основании, в следующую провязываю столбик с накидом. Так буду вязать весь ряд. Закончу ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Пятый ряд. 3 воздушные петли подъема. В арку провяжу 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий столбик с накидом. Далее вяжу столбик с накидом предыдущего ряда. Провязали. Теперь провяжу в арку 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий столбик с накидом. И столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Так буду вязать до конца весь ряд. Закончу ряд соединительным столбиком. Шестой ряд. Начинала с 7 воздушных петель подъема, пропускаю 3 петли на основании и провязываю столбик с накидом. 3 петли на основании пропускаю, в четвертую провязываю столбик с накидом. Далее 4 воздушные петли, 2, 3, 4, накид на крючок, пропускаю 3 петли основания, в четвертую вяжу столбик с накидом. Такими окошечками буду вязать весь ряд. Снова 4 воздушные петли, пропускаю 3 петли на основании, в четвертую провязываю столбик с накидом. И так до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Седьмой ряд — это столбики с накидом. Вывязываю в арку по 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый столбик с накидом. И вяжу столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. И так далее. То есть в арку провязываю предыдущего ряда по 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Провязали. И столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. И так вяжем столбиками с накидом весь ряд. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Восьмой ряд. 8 воздушных петель, 3 воздушные петли подъема и 5 на узор. Отсчитываем 4 петли на основании и в пятую провязываем столбик с накидом. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Накид на крючок, отсчитываю 4 петли на основании, в пятую провязываю столбик с накидом. Провязали. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Накид на крючок, отсчитываю 4 петли на основании, в пятую провязываю столбик с накидом. Так буду вязать весь ряд до конца. Закончу ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Девятый ряд. Ряд столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема. Они у нас расположены над столбиком с накидом предыдущего ряда. В арку провяжем 4 столбика с накидом. 3, 4. Провязали. Далее столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда.
И в арку снова 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий и четвертый столбик с накидом. И так будем вязать весь ряд. Далее столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. И далее опять в арку 4 столбика с накидом. Так проходим весь ряд до конца. Закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. И далее у нас вязание повторяется. Повторяем 8 и 9 ряд до нужной глубины. В этой модели высоты 11,5 сантиметров. Вот у меня 11 сантиметров вполне достаточно, потому что у нас будет еще узор на полях. Он будет сначала идти прямо. После я провязала ряд столбиков без накида. В каждую петлю основания провязывала столбик без накида. И сейчас я уже показываю, я решила просто укрепить. То есть провязываю ряд столбиков без накида в предыдущий ряд. Ну, то есть как бы у нас получается второй ряд столбиков без накида накрывает первый ряд столбиков без накида. Можно этот шаг пропустить. Ну, я решила укрепить. Провязываю так весь ряд. То есть перед этим у меня был связан ряд столбиков без накида. Следующий ряд я опять спускаюсь же в первый ряд и вяжу снова ряд столбиков без накида, тем самым укрепляя полотно. Раппорт узора 16 петель для полей. И вот этот ряд мы делаем прибавки. 3 воздушные петли подъема. Они заменяют нам столбик с накидом. Столбик с накидом. Столбик с накидом. Без накида предыдущего ряда. То есть сейчас я провяжу 4 столбика с накидом, считая вместе с петлями подъема. А в пятый столбик, в пятую петлю, я буду провязывать прибавку. То есть буду вязать 2 столбика с накидом с общим основанием. И так вяжу до конца ряда. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. В пятую петлю основания буду провязывать прибавку. Буду вязать 2 столбика с накидом с общим основанием. Еще один столбик с накидом для того, чтобы сделать прибавку. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика с накидом, прибавка. 4 столбика с накидом, прибавка. Вязала поля вот по этой схеме с 16 по 27 ряд. Начинаем вязать поля. В схеме это 16 ряд. Делаем цепочку из 5 воздушных петель. Накид на крючок. Пропускаю 2 петли на основании и в третью провяжу полустолбик. Провязали. Теперь 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, пропускаю 4 петли на основании и в пятую провяжу полустолбик. И буду вот так чередовать. Три воздушные петли, 1, 2, 3, накид. Пропускаю 2 петли на основании и в третью провяжу полустолбик. Провязали. Теперь снова 5 воздушных. Накид на крючок. Пропускаем
4 петли на основании и в 5-ю провязываем полустолбик. Итак, продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Второй ряд, 17 ряд в схеме. С соединительным столбиком пробираемся в арку. 3 воздушные петли подъема, 2 накида на крючок. В следующую арку, в середину цепочки, провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. 3 воздушные петли, 2, 3, накид на крючок. В это же основание провяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючок. В это же основание провязываем столбик с 2 накидами. Вот у нас получился раппорт. Накид на крючок в следующую арку, в серединку цепочки. Ввожу крючок и провязываю столбик с 1 накидом. И так будем чередовать. Столбик с 1 накидом и вот эта группа столбиков. Снова 2 накида на крючок. Ввожу крючок в цепочку, которая 5 воздушных петель была в прошлом ряду. Провязываю столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание провяжу столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные петли, 2 накида на крючок и в это же основание провязываю столбик с 2 накидами. И так далее будем чередовать до конца ряда. В следующую цепочку из 3 воздушных петель в середину провязываем столбик с накидом. В следующую цепочку группу столбиков. И так будем вязать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Третий ряд, 18 в схеме. Здесь все поменяем. Над группой столбиков вяжем столбик с накидом. Над столбиком с накидом предыдущего ряда вяжем группу столбиков. Итак, начну с 7 воздушных петель над столбиком с накидом предыдущего ряда. Накид на крючок и в это же основание провяжу столбик с накидом. 3 воздушные петли, 2, 3, 2 накида на крючок. В это же основание провяжу столбик с 2 накидами. Провязали. Группа столбиков над столбиком с накидом предыдущего ряда. Накид на крючок и провязываем столбик с накидом предыдущего ряда. 2 накида на крючок и столбик с накидом предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли, накид, столбик с накидом в это же основание, 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, в это же основание столбик с 2 накидами. Провязали. Вот такой ряд у нас получается, то есть то же самое, что и предыдущий ряд, только меняем расположение элементов. Далее столбик с накидом над столбиком с 1 накидом предыдущего ряда, 2 накида на крючок
и провяжем столбик с 2 накидами в столбик с накидом предыдущего ряда. Вывязываем группу столбиков. 3 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание провяжем столбик с накидом. Провязали. 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, и в это же основание провяжу столбик с 2 накидами. Так будем вязать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Четвертый ряд, 19 ряд в схеме. Здесь над одиночным столбиком предыдущего ряда провяжем 3 столбика с накидом, цепочку из воздушных петель, и над столбиком с накидом провяжем столбик с накидом. Я начала ряд с 3 воздушных петель. Над столбиком с накидом одиночным предыдущего ряда буду провязывать 3 столбика с накидом. Второй и третий столбик с накидом. Раз, два, 2 воздушные петли. И далее в столбик с накидом предыдущего ряда провяжу столбик с накидом. 2 воздушные петли, накид на крючок, провяжу 3 столбика с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Второй столбик, третий столбик. Две воздушные петли. Вот такой узорчик у нас получится. И далее накид на крючок и провяжем столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Вновь 2 воздушные петли, накид на крючок и провяжем 3 столбика с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. И так будем чередовать. Будем чередовать 3 столбика с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда и столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Разделять будем эти элементы 2 воздушными петлями. Так вяжем до конца ряда. В 20 ряду, это будет 5-й ряд, мы будем делать из 3 петель 6, то есть из каждой петли будем вывязывать по 2 столбика с накидом. Далее воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, и из 3 будем вывязывать 6. Так, приступим. 3 воздушные петли подъема. Теперь нам из 3 столбиков надо вывязать 6. То есть из каждого столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом с общим основанием. Из среднего столбика сейчас я вывязываю еще 2 столбика. Второй. Это у нас уже получается 4. И из третьего столбика предыдущего ряда также вывязываем 2 столбика с накидом с общим основанием. Провязали. Воздушная петля, накид на крючок, и в столбик с накидом предыдущего ряда провяжем столбик с накидом. Воздушная петля, накид на крючок, и снова из 3 столбиков с накидом предыдущего ряда мы вывязываем 6. Для этого из каждого столбика с накидом будем вывязывать по 2 столбика с накидом с общим основанием. Второй столбик, третий, 4, 5 и 6 столбик.
Ну, так и чередуем. Далее воздушная петля, столбик с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. Далее из 3 столбиков с накидом вывязываем 6 столбиков с накидом. Для этого из каждого столбика будем вывязывать по 2 столбика с накидом. Так будем провязывать до конца ряда, а закончим ряд соединительным столбиком. Шестой ряд, 21 ряд в схеме. Здесь все тоже очень просто. Ряд столбиков с накидом, столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. Итак, 3 воздушные петли подъема. И сейчас будем вывязывать сердечки. Теперь над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда буду вывязывать столбик с накидом. Сначала провяжу 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. Теперь провяжу столбик с накидом в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда, столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда и далее провяжу 6 столбиков с накидом. Буду провязывать столбик с накидом в каждый столбик предыдущего ряда из 6. Пять и 6. У нас сердечко такое получается. Далее 2 воздушные петли и провяжу столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Секунду. 2 воздушные петли и вывязываем следующее сердечко. Также будем вывязывать сначала 6 столбиков с накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Теперь столбик с накидом в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда, столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с накидом в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда и вторая половина сердечка. Остается у нас еще 6 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6 столбик с накидом. Вот такой рисунок получается. Эти сердечки разделяем столбиком с накидом и 2 воздушными петлями по бокам. То есть 2 воздушные петли, столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда, 2 воздушные петли и приступаем, вывязываем следующее сердечко. И так до конца ряда. Закончим соединительным столбиком. 22 ряд в схеме. Это у нас будет 7 ряд. Мы его вяжем точно так же, как и 21 ряд. Все то же самое.
3 воздушные петли подъема. И теперь здесь над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда буду провязывать столбик с накидом. То есть вяжу то же самое, как и предыдущий ряд. Вывязываем сердечко. Вот мы провязали над столбиками с накидом, столбики с накидом. Теперь 2 воздушные петли, как в предыдущем ряду. И провязываю столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Все так же, как в предыдущем. 2 воздушные петли. И переходим к следующему сердечку. Также над столбиками с накидом предыдущего ряда вяжем столбики с накидом. Восьмой ряд, 23 ряд в схеме. Здесь над столбиком с накидом предыдущего ряда вяжем группу столбиков с цепочкой из воздушных петель, а сердечко уменьшаем. Соединительными столбиками я перехожу на 2 столбика вперед, провяжу на 3-м столбике 3 воздушные петли подъема. И теперь буду провязывать столбики с накидом над столбиками с накидом предыдущего ряда и буду не довязывать 2 столбика. То есть в самом начале мы сократили 2 столбика и будем сокращать 2 столбика в конце. Сейчас вяжу столбики с накидом над каждым столбиком предыдущего ряда, но не довязываю 2 столбика последних.
Провязали, убавили по 2 столбика в начале и в конце. Теперь цепочка 1 петля, 2, 2 воздушные петли. И теперь провяжу столбик с накидом, столбик с накидом. Еще в это же основание еще 1 столбик с накидом. 3 воздушные петли. Накид на крючок, и в это же основание 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. Провязали. Получилась вот такая группа столбиков над столбиком с накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петли. И снова на следующем сердечке пропускаем 2 столбика первых. И в третий начинаем провязывать столбик с накидом. Так будем провязывать по столбику с накидом в каждую петлю основания. Над каждым столбиком будем вязать столбик с накидом, но не будем довязывать последние 2 столбика. Формируем сердечко. Провязали, не довязали до конца 2 столбика, 2 воздушные петли, накид на крючок и группа столбиков. Первый столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда, в это же основание второй столбик с накидом, 3 воздушные петли и в это же основание еще 2 столбика с накидом, первый столбик. И в это же основание второй столбик с накидом. И так будем чередовать. Вновь 2 воздушные петли. И снова вывязываем сердечко, не довязываем в начале и в конце по 2 столбика. И так весь ряд. 9 ряд, 24 ряд в схеме. Продолжаем уменьшать сердечко. И над группой столбиков вывязываем столбики с накидом и разделяем их цепочками из воздушных петель. Соединительными столбиками перехожу на 2 столбика вперед, делаю 3 воздушные петли подъема и теперь провязываю столбики с накидом в каждый столбик с накидом предыдущего ряда, но не довязываю 2 столбика с накидом последних. Уменьшаю, формирую сердечко. Я не довязала последние 2 столбика. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок и провязываю столбик с накидом над столбиком с накидом предыдущего ряда. Далее в следующий столбик также вяжем столбик с накидом. В арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик провязали, второй, третий столбик с накидом. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Так получается. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид на крючок. Пропускаем 2 первых столбика.
И в третий провязываем столбик с накидом. И теперь вяжем столбики с накидом над столбиками с накидом предыдущего ряда, но не довязываем 2 столбика последних. Провязали 7 столбиков, не довязали последние 2 столбика. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок, столбик с накидом предыдущего ряда. В следующий столбик также провязываем столбик с одним накидом. В арку из 3 воздушных петель предыдущего ряда провяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Провязали. В следующие 2 столбика также провяжем по столбику с накидом. Первый столбик и второй столбик, столбик с накидом предыдущего ряда. И так будем продолжать до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. 10-й ряд, это 25-й ряд в схеме. Соединительными столбиками переходим вперед на 2 столбика, то есть также будем уменьшать сейчас столбики. Делаем 3 воздушные петли подъема и провязываем сейчас еще 2 столбика с накидом. И как раз у нас получится, что мы не довязываем последние 2 столбика. Провязали, цепочка 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, накид на крючок и столбик с накидом в арку предыдущего ряда. 5 воздушных, 3, 4, 5, накид на крючок, пропускаем 2 столбика, в третий провязываем столбик с накидом и последовательно провязываем еще 2 столбика. Всего у нас здесь будет 3 столбика с накидом. Провязали 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, накид на крючок и провязываем столбик с накидом в арку предыдущего ряда. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид на крючок, пропускаем 2 столбика, в третий провязываем столбик с накидом и за ним провязываем еще 2 столбика. Всего у нас получается 3 столбика с накидом на этом элементе. И так продолжаем до конца ряда. 5 воздушных петель, накид на крючок, столбик с накидом в арку предыдущего ряда, 5 воздушных петель, накид на крючок, пропускаем 2 столбика, в третий провязываем столбик с накидом и далее последовательно провязываем еще 2 столбика с накидом. Так вяжем до конца ряда, заканчиваем ряд соединительным столбиком. 11-й ряд, это 26-й ряд в схеме. Начиная с 6 воздушных петель подъема, 6, накид на крючок, провяжу в арку столбик с накидом, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, накид на крючок, столбик с накидом в арку предыдущего ряда.
3 воздушные петли, столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. Из 3 столбиков первый пропускаем и во второй столбик с накидом. Вновь 3 воздушные петли, в арку провяжем столбик с накидом, 5 воздушных, 2, 3, 4, 5, накид на крючок, провяжу в арку столбик с накидом, провязали, 3 воздушных петли, накид на крючок и провяжем столбик с накидом в средний из 3 столбиков предыдущего ряда. И так будем повторять. 3 воздушные петли, накид на крючок, в арку провяжем столбик с накидом, и так далее. 12 ряд, 27 ряд в схеме. В арку из 5 воздушных петель будем провязывать 5 столбиков с накидом. И далее столбик с накидом разделяем воздушными петлями. Начинаю ряд с цепочки из 7 воздушных петель. Накид на крючок, в арку провяжу столбик с накидом. И далее еще 4 столбика с накидом. Здесь у нас в прошлом ряду была цепочка из 5 воздушных петель. Вот в цепочку из 5 воздушных петель мы будем провязывать 5 столбиков с накидом в этом ряду. Далее цепочка из 4 воздушных петель. Провязали, накид на крючок и провязываем столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда. Провязали 4 воздушные петли, накид на крючок и провязываем в арку 5 столбиков с накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и 5 столбик. Провязали 4 воздушные петли, 2, 3, 4, накид на крючок и провязываем столбик с накидом предыдущего ряда, столбик с одним накидом. И так будем продолжать до конца ряда. Снова 4 воздушные петли, накид на крючок и в арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда будем провязывать 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Так вяжем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Теперь провяжу ряд полустолбиков. Над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда буду провязывать по полустолбику. В арке буду провязывать по 4 полустолбика. И таким образом обвяжу по кругу. Весь круг буду вязать полустолбики. Теперь, чтобы придать форму, вставлю ригелины, обвяжу столбиками без накида.
Вяжу шляпу первый раз. Ригелин купила в магазине для рукоделия, по-моему, 25 рублей за метр. Отрезала, померила, вот, приставила к шляпе и немножко с запасом отрезала. Я вообще, честно говоря, думала, что он другой, потому что смотрела на видео там у девочек с какими-то лесками. Но вот мне, оказывается, такой дали. Но мне он очень понравился. Его очень удобно скреплять. Я просто нагрела огнем эти две половинки и соединила. И они у меня склеились. В общем, очень удобно. Сейчас я обвязываю по всему периметру столбиками без накида. Ригелин у меня остается внутри. Буду провязывать столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И обвяжу 2 раза. Вот здесь я уже склеила при помощи огня. Очень достаточно крепко получилось. А это уже я обвязываю второй ряд столбиками без накида. То есть прячу первый ряд под вторым рядом. Прям по первому ряду прохожусь еще раз столбиками без накида. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ставьте лайки, если видео понравилось, и оставляйте комментарии. Вот такая шляпа получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!